перелом и не сросшийся. И он немножко кривой. Компрессионный перелом когда был? В 23-м году. А что значит, что не сросся? Ну, другой диагноз поставили. И он там сам как получилось. Он откололся? Нет, он просто приплюснулся. Ну, если он приплюснулся, в эту сторону. Да, если он приплюснулся, он срастается. Вы, наверное, хотите сказать, что он сросся неровно? Вообще, ну, он просто приплюснулся, Да. и он так и остался. Совершенно верно. То есть он приплюснулся, он сросся, но сросся с клиновидной деформацией. Да. Вот. Потому что компрессионные переломы, они срастаются. Да, может быть, иногда у пациентки что-то откололось и не приклеилось. Так бывает поперечные отростки, они уходят, ну и в принципе, и бог с ними, бывает. Но в данном случае мы с вами вчера разбирали где? Механизм тот же самый, когда идет при подворачивании, идет нагрузка на большеберцовую кость, бедренная кость, и она сминается. Вот в данном случае это компрессия, либо импрессия. Да, но здесь компрессия больше для тел позвонков, компрессионный перелом, а здесь импрессия, то есть давление. Смялось, и дальше не это все, нет. И для того, чтобы поднять высоту, делается оперативное вмешательство. По-свежему можно ввести туда специальный раствор цементный, и он поднимает. Спустя какое-то время уже все. То есть он садится, эта часть становится более плотная, но она приобретает форму уже не прямоугольную, а какой-то клиновидной. Клиника зависит, и вообще показания к операции, насколько вот этот клин. Потому что если вот эти кубики стоят, а здесь клин, то, соответственно, биомеханически тяжелее удержать. Снимков у вас нет с собой? Только колено взяла. Все правильно вы сделали. Вот. И оценить степень вообще повреждения травмы, там нужно снимки на этом уровне. Вот, там пишут степень, ну и так далее. А снимок давайте, колено. Колено? Есть? МРТ только. С собой. Ну, все, что есть, покажите, посмотрим. Свежие, ну, чем раньше, тем лучше. Ну, лучше даже чуть меньше, ну, в течение месяца можно играться еще, да. Но это не все компрессионные переломы нужно оперировать. Тут еще будет зависеть, со временем у остеопороз, собственно, такая деформация происходит. Ну, равномерно, там, грудной отдел, когда люди ходят вот эти с круглой спиной, это, собственно, заключение есть или пленка? Мы не откроем. Заключение или пленка? Бумажная, либо пленка. В телефоне есть, давайте. Да. Нет, там просто, ну, дисковод этот. Ну. Знаете, в чем фокус, ребята? На самом деле, по поводу МРТ, так получилось, я получил ординатуру, когда уже работал врачом. Вот, выдали на больницу повышение квалификации, и 2 года я провел в стационаре с 2 профессорами, много оперировали и возились с пациентами. МРТ, все, что там написано, не надо принимать близко к сердцу. Пациентам точно и врачам. Объясню почему. Один из профессоров, мой научный руководитель, он говорил следующее. К аппарату МРТ, он прекрасный аппарат, нужна еще голова. Это не от того, что там плохой специалист. Можно описать по-разному. Можно даже УЗИ описать так, что просто обалдеете. А можно по МРТ написать пункты, лучше бы он МРТ не сделал, заключение как на УЗИ. Так вот, приходят на прием пациенты с заболеванием коленного сустава, на МРТ повреждения и так далее. Мы делаем артроскопию. Артроскопия, возможность подергать, если там написано повреждение, оно может быть скрытое. Крючком дергаешь мениск, а он целый. Вот, и то, что там пишут, не всегда оно соответствует действительности. А вот то, что один в один, и как тренируется, собственно, обратная связь. Мы это работаем и с дисфункциями, например, там, когда тестируем, вы тренируете свою обратную связь. У всех пациентов, которые поступали,
за день до операции. Я смотрел, составлял всю эту документацию. Я же увижу завтра колено внутри. Мы зайдем, все будет видно. Смотрю заключение, кладу руку. Щелкает, щелкает. Что там щелкает, непонятно. И это непонятно я завтра увидел. И так каждый день. И когда в очередной раз, буквально это очень быстро тренируется, через месяц, опа, щелкает мениск, вот тут задний рог, там передняя, опа, тут медиапапиллярная складка. Перед операцией стоим, а мне профессор говорит, давай твой диагноз. МРТ вообще этот. Я говорю, повреждение, повреждение, повреждение. Заходим, и оно точно так. Почему так произошло? Если бы у меня не было обратной связи, у меня бы не было вот этого. Как только я потом увидел визуально, это руками вы это чувствуете. Вот это очень хороший вариант такой. Ага, тут... Несколько сразу же. А снимки есть вот. Так, сейчас заключение. Подождите, как у вас и поясница есть? Все есть. Это только несколько. Сейчас еще где-нибудь найду. Тут есть грыжи. Вот поясничная всего. Вот. Да, здесь перелом, грудной отдел. И здесь нарушена биомеханика, часть тела позвонка, к сожалению, она, судя по этому, почему пациентка говорит, не срослось, скорее всего, она просто литическим процессом, именно растворилась, она отсутствует. Но, тем не менее, позвонки довольно стабильны. А где колено? Здесь нужно для того, чтобы не было проблем, исключить наклоны, скорее всего, вам сказали. Поработать, когда речь зайдет о позвоночнике, чтобы разгибатели работали. Не гиперэкстензию, протестировать, чтобы они работали, плюс упражнения делать. И исключить вот эти подъемы тяжести. То есть они вообще не это. То есть если нужно поднять вот это колено. А теперь словами, какое колено болит у вас? Левое. Левое. Правое не болит? Нет. Сколько лет оно болит? С 8 сентября. С 8 сентября прошлого года? Да. А что случилось, почему оно заболело? Собака бежала, случайно меня плечом задела, и у меня удар был. фасционный перелом и надрыв двух связок внутренних. И где болит у вас? Вот мне наступать больно. Я вот не могу полностью выпрямлять, здесь больно. Если сгибаю, вот здесь вот. И вот здесь тоже, в общем. И до этого колено идеально работало? Вроде нормально. У меня пятка раньше болела. Она перестала. А после травмы пятка перестала болеть? Да. Все супер. Вы собаке там сосиски купили что-нибудь, нет? Это ваша собака, да? Моя. Понятно, ложитесь. Не, купили. Это же своя собака, кормят, конечно, любимая собака, да? Здесь есть небольшой выпад в суставе. Вот он здесь и так контурируется. Держите ножку. Давите. Левый сустав, правильно? Давите. Сила. Чуть ниже. Давите. Здесь нога держит, но начинает сгибаться колено. И вы видели, что мы долго подстарались под этот тест. Держите. Давите. Здесь все хорошо. Давите. И здесь нога задрожала. Давите. Вот, чуть больше нагрузки она не держит. Теперь держите. Если это колено, давите. Отлично. Посмотрите сюда глазами. Вот куда стукнула собака. Поднимите голову, пожалуйста. Поднимите. И сюда смотрите. Удар сюда был? Ну, куда-то сюда. Смотрите сюда. Давите. Давите. Ложитесь. Ложитесь. Это палео. Или грубо.
Скорее всего, ну, может быть, грубое, может быть, палео. Другой вопрос ты хотел сказать. Это паттерн ПМРФ или нет? Ну, я просто прочитал тебя. Может быть такое? Да. Тест вам скажет вот так. Хорошо, давай. В пользу паттерна ПМРФ. Давид, пожалуйста. Второе бедро нормально было? Вот. Держи, держи. Давид, здесь слабость. Здесь слабость. Второе бедро нормально. И эта рука нормальная. Вопрос, это паттерн ПМРФ или нет? Нет. Давид. Нет. Паттерн ПМРФ в самом начале он может быть с одной стороны. Помните, если мы, вот, травма находится, почему нет? Не разросшийся Лайфхак. Приходит пациентка, видите, и у нее нога работает прекрасно. Она говорит, а у меня болит колено. И теперь что с этим делать? В данном случае пациентка дисфункция может быть в базовом состоянии. Правильно? Как мне это проверить? Какой стимул дать? Я могу использовать нормальный визуальный тракт, только сделать движение от колена, то есть снизить сигнал. Для этого я прошу пациентку, смотрите, вы смотрите на колено, и потом глаза вот туда уводите, вот так, вот, и держите их здесь, хорошо? Смотрите сюда. Вот это нужно будет сделать. А я буду ножку тестировать, а вы будете туда смотреть. Догрелись? Стрельнули сюда и вот туда. Молодец. И держим. Давите. И здесь есть проблема. Понятно? Да. Смотрите вверх. И теперь давите. Снова сила. То есть я вам показал, как можно сыграть, если изначально пациент пришел в базовом состоянии. Аналогично со стопой и так далее. И для того, чтобы вы вектор примерно выбрали, лучше посмотреть и вот так. Если она посмотрит куда-то, сейчас нужно будет посмотреть сюда, и теперь посмотреть в сторону, ребят, вот сюда. Смотрите, сюда и вот сюда. Туда. Видите, не сработает. Надо именно четко по вектору от него. То есть вы как бы наоборот убрали влияние нормального тракта. Это говорит о том, что там есть болевой рецептор. Любой, кроме нео. Но может быть и нео, если взгляд является вторичным основным, да? Вы сняли сигнал. Но это уже так напоследок вы оставите, если вы не найдете палео и так далее. Видите. А при каких движениях у вас появляется, смотрите, сюда смотрите, появляется боль, дискомфорт в коленном суставе? Что нужно сделать? Выпрямить ее или согнуть, или просто наступить. Ну, она сейчас прямая, болит? Вот легче стало чуть-чуть. Сейчас легче? Да. А так я не могла прямой держать. Она выпрямилась? Да. Все хорошо. Давите. Согните ногу. Согните ногу. И полностью. Еще раз полностью. Так тоже легче? Здесь больно. Больно. Угу. Хорошо. А если вы будете сгибать и смотреть вот сюда, смотрите глазами сюда, сюда, и сгибайте ногу. Легче? Ну, чуть-чуть, да. Легче? Нету такого. Хорошо. Ой. Не, нормально. Сегодня день неожиданностей таких. Пока это не креплено. Видите? Все хорошо. Я вам сегодня снимки покажу, где могут быть подвохи, давите. И вы должны считать это. Есть симптоматика, при которой вы не должны этого делать. И должны просто прекратить тестирование, давите. Теперь посмотрите глазами сюда и обратно. Не, теперь вот вверх, сюда, вверх. Давите. 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 Еще раз давите. Давите. Неприятно, да? Синяк был потом?
после удара? Синяк, да, был? Нет. Нет? Ну, это к вопросу о том, у кого-то вот не было синяка, давите. Если травма прошла, сосуд лопнул, гематома может надуть. Кровопотек, давите. Давите. Вспомните сам удар собаки. Давите. Держите ножку. Держите. Давите. Еще раз давите сильно. Держите. Угу. Видите, все равно, давите, все равно колено сгибается. Давите. Но нет паттерна ПМРФ. Понятно? Кажется, вроде бы не полечили. Все то же самое. Давите. Давите. Но все равно слабость. Но нет паттерна ПМРФ. А в колене я не увидел описания, а снимочки там мелкие. Ну, со слов пациентки есть какой-то даже перелом был. Да? Хорошо. Теперь, как можно еще... Посмотрите глазками сюда снова. Давите. Это уже какие-то... Ложитесь. Какие-то проблемы такие. Еще потом 2 раза эту травму. Хорошо, ложитесь. Антистимул. Давите. Передняя крестообразная не помогло. Паховая. Давите. Наружно-боковая, конечно же, вот она и ассоциирована. Давите. Да. И по наружно-боковой, смотрите. Согните немножко ножку. Согните. Держите. Давите. Почему стало сильнее? Потому что расслабили связку. Она максимально будет натянута при этот. Соответственно, здесь будет слабость двуглавой мышцы бедра. Теперь держите. Больно? Нет? Ну, а такое напряжение, как будто здесь от этой связки страшно, а тут нет? Смотрите. Видите, какая реакция? То есть нервная система привыкла, она боится за нее. Либо она испытывает постоянную нестабильность. Хотя, ну что здесь такое? Видите? Здесь на внутреннюю среагировала. Расслабьте. Больно? Нет, страшно. Чего страшно? Вы не представляете, как мне страшно. Подождите, ничего с ней не будет. Ну, она тоже немножко гуляет, да. Задняя, здесь все хорошо. Давите. А вот здесь, кстати, лучше. Тихо. Здесь есть этот такой люфт, но он более жесткий. Здесь она свободнее гуляет с этой стороны. Стимул. Видите? Слабость. Стимул. Видите? Сила. Как думаете, приоритетно или нет? Видите? Приоритет, потому что давите. 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 Где может быть вторичная основная? Двойной УТЛ. Одиночный стимул, бог с ними. Давите. Задняя крестообразная. То есть они между собой могут быть в паре. Передний крест часто в паре с медиальной. Но могут быть и наоборот. Тогда для лечения я должен сместить голень сзади, сделать стресс. Бывают ситуации, когда я не могу одновременно растянуть связки. Здесь есть боль? Здесь? Да. Вот. Я стимулирую связку давлением. Здесь стимул на вторичную. Если это была вторичная виртуальная, лечение не пройдет. Расслабьте. Я во время диагностики это не подтвердил. Давите. Лечение прошло. Двойной стимул. Давите. Тестируем. Давите.
Да, чтобы вас не смущало, потому что здесь один в один был слабый тест. Подламывалось колено, но это две разные дисфункции. Теперь встаньте, походите, посидите немножко. Как дела? Нормально. Нормально? Помните, как вас зовут? А вы корсет носили? Корсет носили после перелома? Нет. Вот, вот, типичная картина. Почему не носили? Перелома вот А этого. потом сказали уже поздно, когда я до МРТ А когда вы добрались до МРТ? Через 3 месяца тоже. Вот умничка. Сказали, все уже. Вот результат, смотрите. Если изначально здесь нужно было исключить определенные нагрузки, которые, скорее всего, совершались, одеть фиксатор, чтобы он держал грудопоясничный бандаж хотя бы, и тогда картинка бы на МРТ была лучше. А мало того, что там перелом компрессионный, плюс там физически просто часть тела, оно растворилось. И оно там держится, ну, не так совсем плохо. Но картинка могла быть намного лучше, если изначально правильно было лечение. Понятно? Ну, через 3 месяца там, конечно, там уже нечего делать. Все, что там нужно, сделалось. Устойчивее стало. Прям наступать могу. Прям точно. Прям огонь. Ну, не совсем. Чуть-чуть. Она вихляется немножко. Кто, попа? Нет. Коленка. Куда, куда она? Стала вот туда. Назад? Туда чуть-чуть, да. Вот сюда? Ага. Уходит туда. А куда она не уходит? Вы сказали, стабильно стала. Вы пройдитесь немножко туда, обратно пройдитесь. И вот то, что... Смотрите, да, смотрите, сейчас что происходит. Она идет, она крадется. Вот это некий эмоциональный фон, но не связан с эмоцией, связан некой оборонительной реакцией нервной системой на вот эту вот. Даже когда дергал связку, она вздрагивает. Почему? Потому что у нее нервная система знает, что колено уходит. Сейчас лучше стало? Ну, устойчивее оно стало прямо. Вы довольны? Ну. Или нет? Еще хочу называть. Можно еще? Ну, нагрузите. Может быть, присесть, что-то сделайте, чтобы понимание, остались какие-то проблемы или нет. Но она у меня вначале вот туда всегда съезжает. Сейчас не съезжает. Потом еще у меня собака надавила очень сильно. Сейчас и не оно- съезжает. Сейчас. Только вот туда взад и все. Вперед не съезжает. Нет. То есть, смотрите, съезжает, посмотрите, пожалуйста. Съезжает вот туда, да? Ощущение? Да. Ага. Хорошо, ложитесь. Ну вот эти мышцы не работают. Хорошо, ложитесь. Как раз может быть под нашу тему. Решите. Давайте я понадавлю, если где-то будет больно, дискомфорт, вы мне скажете. Сейчас. Там где? Чуть-чуть. Тут сильно. Тут Вот, вот здесь сильно. да. Ага. Но это больше не мениск, это я выше поднялся, там где сухожилия, хамстрингов. Какие-то вещи, которые остаются, они в итоге могут скомпенсировать, могут разрешиться, если это гольжи дисфункции. Пациенту скажет, еще было, через 3 дня все это прошло. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь? Да. Ага. Мы вам предлагали уйти. Вы не воспользовались. Держите. Сейчас. Давайте попробуем. Может быть, это остатки какого-то воспаления и нужно время, а может быть, мы там что-то найдем. И похоже, что это какое-то почине. Раз, два. Давите. Да. Слабость. Раз. Давите. Слабость. Двойной слабость. Одиночный не отменил. Почини вибрация. Могу я так сделать вывод? То есть сочетание, что двойной слабость, одиночный не отменил, почини вибрация. Логично? Оно могло быть почини гольжи. Но когда так сработало, тогда это вибрация. Раз, два.
Ребаунд, дайте, сила. Раз, два, три. Все. Дайте. Это. Снова. Ребята, там, где синовиальная оболочка, капсула состава может срабатывать 512. Да. Ну, давайте с него начнем. Куда? Давайте, да, лучше вот сюда. Я сейчас, если поставлю на вертекс, я буду цеплять и другие. Да, здесь такая будет погрешность, мне нужно дополнительным шагом это перепроверять. Давите. Не отменилось. Если в эту зону я даю, тогда это, соответственно, будет пара. Она и на вертексе сработает. Давите. 256. Давите. Давите. Как найти зону вторично основной? Например, антистимулом. Для лечения не надо. Я могу поставить на крестец, вертекс здесь больше подойдет, чтобы пациентку не крутить. Давите. Давите. Ну, либо антистимулом ищите зону. Давите. 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 Вторичная основная. Давите. Не, я двойной стимул дал. Двойной стимул индикатор. Поэтому в данном случае я вторичную виртуальную не зацеплю. Давите. Давите. Лечение. Держите. Ну, область паховой, да, давите. Это может быть проблема глубже, или не глубже, это поверхностная ткань, ну где-то рядом, но она не обязательно, она не привязана к паховой связке, потому что это вибрация. Давите. Давите. Сила. Стимул. Не попал. Стимул. Здесь. Вот попал. Вот здесь хорошо, да? Я так понимаю, жалоб у вас больше не будет. Да? Давите. Давите. Позвоночник тоже надо смотреть, давите. И здесь еще есть нюанс. Если у него не работают разгибатели спины, а вы суперспециалист, других здесь нет, и вы включили их, увеличится давление на позвонки. И в моменте она может пару недель капризничать, эта зона. Поэтому здесь, может быть, просто посоветовать исключить наклоны. Можно добавить там упражнения для укрепления мышц, ну и так далее. Если у нее они в гипотонии, она их будет нагружать, и они уйдут в гипертонус, то она точно быстренько, моментально соскочит из этих упражнений и делать не будет. То есть они быстро спровоцируют боль, если станет хуже, и она их делать не будет. Зная вот эту биомеханику, вы можете прогнозировать, что с ней происходит. Садитесь. А еще есть пациенты, которые постарше. У меня была пациентка возрастная. Если вы включаете разгибатели спины, они давят на позвонки, а там есть пороз, увеличивается нагрузка, боли могут усиливаться. И да, в данном случае пациентке нужно принимать препараты кальция. Иногда после кальция ей лучше становится. Чего? Прихожу в себя. А после чего? От боли? Если вы убегаете, я догоню. Походите, походите. Сейчас и тапки бросит и побежит. Что помялось? Уходит, не уходит? Может быть, это ощущение ухода не связано с починием. Тогда пациентка говорит, что ничего не помялось. Ну, это обычное дело.
Слушай, не отвечай. Вот. Я знаете, хотел спросить. Знаете, что хотел спросить? Вы не работали где-то на спецслужбы? Вас можно колоть, вы никогда ничего не рассказываете. Это шутки. У меня мама такая была. Все, понятно. Что Поэтому ничего ей не лучше расскажу. ничего Это не говорить. Штирлиц. Да. По ощущениям, помялась? И такие моменты бывают томительные, когда пациент ходит, и непонятно, стало, не стало легче. Все будет хорошо. Точечка-то болит еще. Километров 10 надо пройти, наверное, чтобы она почувствовала сейчас. Не, ну получше, мне кажется. Съезжает на катание. Съезд меньше съезжает. Да, меньше. Вот эти только еще, и все. Но это может быть ощущение, мы все-таки давили. Сейчас колено не уходит. А? Не уходит колено назад. С пристрастием проверяем. Да мне кажется, лучше стало. Смотрите, идите, сейчас я расскажу. Смотрите, еще момент, важный момент, когда пациент сделал шаг, болит. Потом ходит, кажется, дождь собирается, потом ходит целую минуту, и вам толком не может понять. Да, то есть нужно времени больше, чтобы поймать этот боль, дискомфорт. Понятно, здесь нужно наблюдать, нужно смотреть. Делать упражнения, ходить, и потихонечку будет лучше. Ладно. А вперед тоже не уходит, что вы изначально Нет, встали. вперед точно не уходит. Да. Я Вы- на стул не могла забираться, на ступеньки. Мой любимый стул. Но сейчас вы изначально должны были это смотреть. Ну, тут мы можем поверить только пациентке. Помялся. это вот. Да, Это я могу. прекрасно. Теперь другая. Только я буду держать. Держитесь. Оп. Индикирует. Не, лучше встал. Еще раз делайте движение, не бойтесь. могла. Я вас придержу, давайте. Это. Ну, вперед. Меньше этот. Мне же захотелось тоже. Как день пойдет. Лучше? Все, хорошо. Приходите еще. Вы здесь живете? Да? Ну, практически да. Кто ходить не хочет прям. Ну,